Приветствую тебя, вьювер, и добро пожаловать на следующее видео, которое посвящено изучению языка программирования C++. В этом видео я затрону тему динамических массивов. Мы уже как-то рассматривали динамическое выделение памяти, но базовый, так сказать, случай, когда мы выделяем память под базовые типы. Ну, на примере интеджера, по-моему, мы рассматривали. Вот. И также вы уже знакомы с статическими массивами, в том числе и многомерными, то есть не только одномерными, но и многомерными. И сейчас у вас должно быть, как на мой взгляд, достаточное количество информации для того, чтобы перейти к теме динамических массивов. Что ж, давайте я открою редактор кода. Как обычно, перейду в папку, созданную специально для изучения данного урока. Так, не забуду увеличить шрифт в редакторе. И что ж, в принципе, с понятиями массива я, как уже сказал, предполагаю, что вы знакомы, что такое массив, да, то есть представляете себе, что это, грубо говоря, блок данных, которые упакованы друг за другом, как, знаете, в рядочек паровозика, можно сказать, идут. И многомерные массивы, это, грубо говоря, также в рядочек идут одномерные массивы, тоже плотно, но как бы представляете себе, как будто маленькие одномерные массивы выстраиваются друг за другом, тоже как бы такая похожая логика, только чуть масштабнее. Вот, и в принципе, динамическая память вам тоже уже не должна быть чем-то новым. Представляете себе что-то новое для вас. И поэтому давайте сразу объявим для начала одномерный динамический массив. Вспоминаем, что для объявления динамической памяти нам нужен указатель. Ну, давайте, например, массив будет у нас из интеджеров. Соответственно, мы указываем указатель на тип интеджер. Пишем, пускай будет pointer, как это назовем, onArray. Или даже dynamic, ну ладно, понятно, слишком многословно, да, будет. Вот. Пишем ключевое, то есть присваиваем сразу выделенную память, ключевое слово new используем. И далее смотрите, ровно так же, как мы объявляли массивы, да, вспоминаем урок про массивы, любой, хоть одномерный, хоть многомерный, только пропускаем идентификатор. То есть помните, при выделении динамической памяти для базовых типов мы просто писали int, либо инициализировали, либо вообще просто ничего не инициализировали, выделяли голую память, да. А тут, так как массив, мы просто добавляем к типу квадратные скобки и, ну, конечно же, соответственно, количество элементов, которые хотим иметь в этом массиве. Все. То есть смысл в том, что вспоминаем, как динамическая память выделяется под базовые типы, вспоминаем, как объявляются массивы, что там квадратные скобки, но тут не нужен идентификатор. И работаем мы, соответственно, уже с поинтером, который получит адрес на этот выделенный динамический массив. То есть смысл в том, что эта память, вспоминаем опять же урок про динамическое выделение памяти, будет выделена на куче, на хипе. И можем проверить теперь наш указатель. Мы также теперь можем обращаться с помощью синтаксиса квадратных скобок. Допустим, обратимся... ну давайте, да, присвоим, потому что сейчас там мусор лежит. Давайте, конечно, присвоим какое-либо значение. Ну, предположим, возьмем также... через поинтер присвоим. Мы можем и не инициализировать. Я сейчас покажу потом, как это сделать. Присвоим значение 100. И проверим его сразу, да? Действительно ли там такое значение будет лежать. Так, ладно, окей. Так, заходим в директорию с нашей программой и скомпилируем ее, соответственно. Запустим. И увидим, что да, действительно, у нас, по сути, мы работаем с корректным совершенно массивом, присвоили ему значение во второй, ну как бы в третий, да, вспоминаем, что у массивов индексирование начинается с нуля. И проверили значение, да, действительно, там лежит 100. То есть, по сути, мы имеем указатель на начало массива. То есть ничего для вас, я надеюсь, нового нету. Вот, также мы могли вместо того, чтобы вот так руками конкретный элемент, да, каким-то значением наделять, мы могли воспользоваться списком инициализации. Помните, мы уже как-то затрагивали этот синтаксис, в одном из уроков был. Вот, то есть здесь, да, скорее всего, про одномерный массив, я думаю, я его использовал. Вот, и здесь мы сразу же можем, то есть список инициализации.
использовать и указать какие-то значения. Пускай будет там 2, не знаю, 3, 22. Закрываем список инициализации. И по сути мы эти три элемента инициализируем этими значениями. Теперь, когда мы обращаемся ко второму, ну как бы третьему по счету элементу, запустим программу, скомпилируем, запустим заново и видим, что да, действительно значение изменилось, все корректно, то есть 22 у нас на второй, но 0,23, то есть на третий по счету, но второй по индексу для массива позиции. И теперь нам остается учесть всего лишь одну немаловажную деталь, которую пока что мы не учли, но обязательно сейчас это сделаем. Это очищение памяти. Ребят, вспоминаем первый мой урок по динамическому выделению памяти, когда мы работали просто с интом и пользовались специальным ключевым словом delete для того, чтобы освободить память, которую нам отдала, собственно, операционная система после того, как мы ее попросили выделить память с помощью оператора nil. Теперь, смотрите, так как мы имеем дело с массивом, все, что изменится, мы также обращаемся к ключевому слову delete, но добавляем еще к синтаксису вот такие скобочки квадратные, ровно такие же, как и в массиве. Очень легко запомнить по аналогии. И пишем наш, естественно, pointer, указываем в качестве аргумента. Все, теперь мы корректно работаем с нашей выделенной памятью, мы выделили динамический массив одномерный и освободили память, выделенную под него, после того, как с ним произвели какие-то действия. В данном случае действия простейшие, мы просто обратились к номеру элемента. А все, ребят, тут как бы с одномерными массивами, я думаю, что достаточно все просто и тривиально. Ну а теперь у нас встает вопрос, скорее всего, у вас может встать такой вопрос: а как объявить многомерный массив? Да, рассмотрим на примере хотя бы двумерного массива. Как объявить динамически? И если мы сейчас попытаемся, просто добавить сюда дополнительную размерность, допустим, вот такой динамический массив 3 на 2, да, то мы получим ошибку. Ошибку следующего содержания. Не могу инициализировать переменную типа указатель на int, у нас же просто указатель на int, правильно объявлен, значением, правосторонним причем значением. Кстати, я еще сделаю уроки про левосторонние и правосторонние значения. Кто-то даже, по-моему, в комментариях просил. Я вот сейчас вспомнил. Вот. Значением типа указатель на массив из двух элементов. То есть, по сути, читаем ошибку и понимаем, что для того, чтобы корректно объявить такой указатель, да, и чтобы у нас не было этой ошибки, нам нужно объявить указатель на массив из двух элементов. Синтаксис будет такой. Мы должны взять в круглые скобочки сначала, как бы указать, что это именно указатель наша переменная. А далее здесь написать, что указатель именно на массив из двух элементов типа integer. Да, ребят, кстати, я вот здесь по сути немножечко, чуть-чуть косвенно затрагиваю такую очень интересную тему, как читать указатели. О, бомба вообще. Вы знаете, я запишу отдельное видео, как читать сложные указатели. Любой вообще сложности. Просто абсолютно неважно, там самые страшные указатели вам перестанут таковыми казаться. Вот, если вы научитесь одному принципу. Принцип, вот смотрите, я сейчас покажу простенько, но надо будет, конечно, отдельное видео записать с большим количеством примеров. Здесь не очень сложный случай, поэтому я думаю, что достаточно понятно все будет. Смотрите, мы действуем по принципу такого вихря или веретена, начиная от идентификатора. То есть, если у нас вот стоит здесь идентификатор, мы начинаем смотреть с него и говорим: так, это что? Это какой-то указатель, какой-то, пока не знаем какой. Далее начинаем по часовой стрелке раскручиваться. Можете представить, что это как вихрь, да, раскручивается. По-моему, этот синтаксис просто называется hurricane или что-то типа того. Не принцип, не синтаксис, а принцип я имею в виду. Вот, раскручиваетесь по часовой стрелке и смотрите: опа, дальше попалась такая штука. Эта штука что? Массив из двух элементов. Смотрим здесь, что было, здесь, и говорим: так, у нас указатель на что? На массив из двух элементов. Дальше крутим, по часовой стрелке, и у нас остается здесь int. Значит, массив из двух элементов какого типа? Integer типа. То есть, еще раз, просто по часовой, начиная с идентификатора, вот так раскручиваете, и это работает на любые указатели, вообще любой сложности, на самые, страшные, монструозные, которые, некоторые блогеры не очень добросовестные, так скажем, пугают, людей этими указателями, хотя на самом деле вы сложнее, чем
какие-нибудь двумерные массивы там с указателями на функции вряд ли когда-то вообще встретите. Но, тем не менее, уметь читать любые указатели, конечно, плюсовик, ну, обязан. И если изучить этот принцип, то есть просто принцип такого веретена или вихря, и раскручиваться от идентификатора и вот так по часовой стрелке, выходя как бы наружу, да, вы будете читать абсолютно любые указатели. Здесь я показал на конкретном примере, потому что просто есть частный случай в данный текущий момент, который нам надо разобрать, но я еще обязательно я сейчас понял, обязательно запишу отдельное видео по тому, как читать сложные указатели с большим количеством примеров, и мы покрутим эти вихри. Вот, я думаю, что решим, знаете, я вот позиционирую свой курс как максимально такой доступный и понятный. Вот надо сделать все, чтобы вы даже вот этих самых страшных, сложных типа якобы указателей перестали бояться, чтобы когда вам какой-нибудь блогер скажет: о, нам сложный указатель, ты скажешь: чел, какие сложные указатели, о чем ты вообще? В смысле? Понятие сложности и указателя, они несовместимы. Ладно, может быть, я, конечно, немножко утрирую, конечно, потребуется какое-то время, просто немножко попрактиковаться, понять принцип, но дальше уже, я думаю, проблем никаких ни у кого не будет. Так, ребят, еще раз, то есть мы, по сути, объявили указатель на двумерный массив из integer типов данных. То есть ровно то, что мы здесь имеем. То есть, по сути, мы имеем указатель, так как базово первая размерность, любая, какая бы она ни была, это все равно указатель на начало какого-то массива, да, но вспоминаем, опять же, многомерные массивы, как мы разбирали, ну, я вам показывал, да, в уроке про многомерные массивы, что, по сути, первая скобка это все равно какой-то массив, как мы еще говорили, массив массивов, то есть это массив из 3 элементов, который состоит из массивов из 2 элементов. И по сути, так как это массив из 3 элементов, то он все равно является как бы указателем на начало массива из 3 элементов. И поэтому здесь нам достаточно объявить pointer на этот самый массив, а далее мы говорим, что это какой-то указатель. Мы еще даже не знаем, да, что на самом деле он из 3 элементов, но типа здесь мы объявляем, что это указатель на начало типа этого массива, который... типа, грубо говоря, можете у себя в голове держать, что содержит элементы, как бы, по, типа, массива, по 2 элемента, в каждой ячейке лежит integer. То есть, понятно, да, принцип. Еще раз, я, может, повторяюсь 50 раз, но я делаю это нарочито, ребят, чтобы все максимально было понятно. То есть, вспоминаем, так как у нас массив массивов, и в массиве лежат, по сути, массивы, да, то есть, но первый массив все равно указатель на начало массива, грубо говоря. И по сути объявляет этот указатель, вот этот, мы объявляем указатель на начало этого массива, в котором будут лежать вот такие двумерные массивы с интами. Смотрите, это первый вариант. Давайте я сейчас проверю, корректно ли будет работать. И давайте сразу покажу, естественно, будет работать синтаксис самый банальный, примитивный, который мы можем себе представить, да, ну, допустим, обращаемся в последний массив, и в нем лезем во второй элемент, присваиваем ему значение, там, допустим, 222, проверяем, что у нас все сработало здесь, видим, что да, все работает. Но если мы хотим список инициализации использовать, ну, например, да, как вот в одномерном массиве, в общем, мы можем пойти 2 способами. Первый способ — это проинициализировать вообще полностью подряд все элементы. Вспоминаем, что, по сути, массив из массивов — это стоящие друг за другом массивчики, которые вот во второй размерности стоят. То есть, грубо говоря, это 3 подряд двуразмерных массива с интами. И мы, руководствуясь этим правилом, мы можем просто присвоить 6 значений. То есть, допустим, берем там 2, там 4, 7, 8, 9, 11 и закрываем скобку. Все. А можем проверять, ну давайте также возьмем. Или, хорошо, давайте, допустим, из первого массива возьмем. И если это будет первый массив, по счету как бы второй, с нуля вспоминаем, что считаем. Второй массив, и в нем мы берем второй элемент. Второй массив начинается с вот этого, да, ну первый как бы 2 элемента, а второй начинается с 3-го элемента. И мы берем у него второй элемент. То есть должна быть, ну, по идее, 8, будем надеяться, да. Видим, что, да, действительно 8. Но вот видите, у меня даже что-то ругает он меня. Suggests braces around. Вот, правильно, он подсказывает мне, что вообще-то есть куда более приятный синтаксис для инициализации такого двумерного массива. То есть это чисто, можно сказать, ну просто нюанс синтаксический, но он позволит намного комфортнее читать
инициализацию такого двуразмерного массива. Смотрите, мы как бы представляем, что внутри, так как у нас внутри есть, грубо говоря, в нашем главном массиве есть еще маленькие массивы. Ну, под главным я подразумеваю вот этот массив трехразмерный, да, а маленькие массивы я имею в виду типа двуразмерные, которые содержатся в этом трехразмерном массиве. И поэтому есть вот такой как бы синтаксис. Сейчас я давайте его дообъявлю. Вот так вот, корректно. Который очень логичен в том плане, что, смотрите, внешние скобки инициализации вот этой униформ, это как бы наш основной массив вот этот трехразмерный. А вот эти внутренние скобочки, это наши маленькие двуразмерные массивчики. И они как раз друг за другом прям через запятую вот после каждой фигурной скобки идут. То есть получается намного более такой прозрачный как бы синтаксис, он и читается лучше, и по идее, да, варнингов у нас теперь не будет. То же самое значение можно проверить. Давайте возьмем, допустим, значение из второго, ну по счету третий, да, разумеется. Возьмем, допустим, элемент первый, который 9 должен быть равен. Да, действительно. Возьмем второй элемент, тоже увидим, что все нормально, корректно. То есть, ну, любые там, пожалуйста, давайте возьмем этот элемент. То есть это первый массив, второй элемент, который равен 4. Вот, пожалуйста, первый массив, первый элемент. То есть все абсолютно корректно работает. И теперь все, что нам осталось сделать, это, естественно, так же, как и в случае с одномерным массивом, очистить наш двухмерный массив. В данном случае, ребята, при именно вот таком синтаксисе, когда мы указываем сразу двумерный массив, да, выделить, и таким образом объявляем наш указатель, вот в данном случае нам достаточно просто написать delete те самые квадратные скобочки, ну, ровно то же самое, как мы это делали для одномерного массива, и указать наш поинтер. Все, теперь мы очистили память. Вот, это первый способ, как можно объявить двумерный динамический массив, да, на куче. Но есть еще один способ, есть другой синтаксис, который позволяет делать абсолютно то же самое. То есть, смотрите, сейчас мы убираем вот это дело. И делаем следующее. Убираем вот так вот. Оставляем только указатель, он ругается, говорит, ну типа не, братан, так не пойдет. У тебя просто типа указатель на int. А мы тогда делаем следующее. Мы убираем здесь двуразмерность в массиве и говорим, что мы хотим создать просто массив из указателей. То есть по сути таким синтаксисом мы говорим, что мы хотим выделить массив двуразмерный из указателей типа указателей на int. То есть у нас по сути массив из указателей. И теперь, так как это массив из указателей, видите, он уже ругается у меня, что у меня просто поинтер на int, а нужен поинтер на поинтер, да, указатель на указатель. А почему указатель на указатель? Потому что массив сам по себе, по сути, указатель, да, как бы на начало массива. И внутри у него указатели. И получается как бы указатель на указатель. То есть нам теперь просто сюда нужно добавить указатель на указатель. Но смотрите, этот синтаксис, он не позволяет сразу с таким массивом, как бы с указателем на указателем, работать как с полноценным двумерным массивом. Почему? Потому что нам нужно выделить, то есть внутри у нас лежат просто не проинициализированные указатели, то есть у них ничего нету, то есть у них нету значения, ну там как мусор, конечно, есть, вот, но мы же не мусор хотим, мы хотим значение получить нормальное, то есть мы хотим выделить массив массивов, то есть каждый указатель должен, который находится внутри нашего двумерного, да, выделенного массива, он должен быть указателем на массив. Для этого мы делаем что? Мы объявляем цикл for, например, соответственно, объявляем counter и крутим до размерности массива. Ну, размерность, понятно, у нас 2. То есть нам нужно проинициализировать все элементы этого массива, элементы указателя. А что значит проинициализировать? Мы же хотим массив массивов, значит нам нужно выделить память, то есть под каждый указатель еще по массивчику выделить. Обращаемся, соответственно, к нашему поинтеру, к каждому из указателей, то есть i передаем, да, наш counter, и выделяем память, то есть просто выделяем массивы той размерности, которую мы хотим. Допустим, мы хотим, скажем, массив 2 на 3, да, или на 5, неважно. Ну, давайте для простоты, наверное, на 3 объявлю, то есть int 3. Все, мы проинициализировали все указатели, ну у нас их всего 2, и к каждому указателю мы присвоили, выделили
память на куче, массив трехразмерный. Теперь мы можем обратиться полноценно как к двуразмерному массиву. Допустим, выберем там второй массив и внутри него выберем, положим второй элемент и присвоим ему такое значение. Проверим, работает ли наш двуразмерный массив. И убеждаемся, что все работает замечательно. И теперь снова вспоминаем, что здесь нам нужно освободить память после того, как мы поработали с нашим массивом, да, то есть у нас выделена память, мы обязаны сами руками ее очистить. И вот здесь, ребят, есть небольшой нюанс. Когда мы пользуемся именно вот таким синтаксисом и изначально как бы мы объявляем массив указателей и потом как бы инициализируем каждый элемент, то бишь, соответственно, элемент указатель, то есть мы инициализируем каждый указатель памятью новой, то есть мы выделяем еще массивы, нам нужно немножко хитро освобождать здесь память. То есть в этом случае мы должны воспользоваться опять циклом, но теперь не для того, чтобы выделить память под указатели, а наоборот для того, чтобы ее освободить. То есть нам нужно прокрутить опять же оба элемента нашего массива внешнего, в котором лежат указатели, в которых теперь выделена память под массивы, да? Получается, нам нужно освободить каждый массив, который находится внутри, и лишь потом мы будем как бы иметь право освободить уже основной внешний массив. То есть сначала, смотрите, мы крутим наш основной массив и выбираем у него каждый указатель. И да, разумеется, давайте вот так напишу, чтобы вам максимально понятно было. То есть мы сейчас освобождаем память, поэтому воспользуемся опять же синтаксисом delete с квадратными скобочками, но в качестве элементов мы указываем внутренние массивы нашего внешнего массива. То есть сначала мы должны пройтись по каждому, у нас их как бы всего два. И мы должны удалить их. И вот после того, как мы удаляем внутренние массивы, мы теперь получаем, так сказать, возможность освободить наш основной внешний массив. Вот в этом случае есть такая немножко история, может быть, не совсем тривиальная, да? То есть надо понимать, что мы сначала выделили массив указателей и затем выделили под каждый указатель еще массив. То есть мы должны идти в обратном направлении. Как бы тут мы выделяли как бы внешний массив с указателями, и потом внутри него под каждый указатель массивчик еще выделили, да, память. А теперь наоборот, нам надо пройтись внутри по каждому внутреннему массивчику, удалить там, то есть их почистить, и потом только мы получаем возможность почистить наш внешний, собственно, массив на нашу основную, то есть память, которую мы изначально выделяли. То есть, ребят, смотрите, я понимаю, что, наверное, немножечко тяжеловато будет, но если вы достаточно грамотно подошли вот к этому видосу, уже пройдя весь тот материал, который я давал до того, это, напоминаю еще раз, это указатели, это арифметика указателей, одномерные массивы статические и многомерные массивы статические, то, по идее, этот урок вы должны нормально, может, не сразу, немножко придется покорпеть, посидеть, разобраться вечерок, но разберетесь. Самое главное, обратите внимание, то, что я объясняю, насчет вот этого принципа вихря, да, или веретена, как я сказал. То есть еще раз можете перемотать, посмотреть 2, 3, 10 раз, если понадобится. То есть просто раскручиваете от идентификатора, смотрите и раскручиваете вот так вот по часовой, разворачиваясь как бы на каждый следующий слой. Грубо говоря, знаете, как слои с лука снимаете. Вот. Все, ребят, если что, просто пересмотрите еще раз ролик, можете, то есть можете пересмотреть те ролики, которые вы, может быть, пропустили, вышеупомянутые, типа по указателям, по массивам, или повторить их еще раз. То есть, в принципе, я постарался максимально подробно вам, максимально все доступно как бы разжевать. Так что, в принципе, я думаю, что проблем возникнуть не должно. Если что, ребят, то добро пожаловать в комментарии, приму любую адекватную критику, рассмотрю, так сказать, милости просим. Да, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Очень надеюсь, что вам заходит мой контент. Если это так, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Ожидайте еще больше контента. Обязательно буду продолжать писать
этот курс, очень замотивирован на то, чтобы продолжать его писать. Ну, мне нравится просто, я верю в то, что мне удастся сделать какой-то курс, который будет действительно доступным. Именно по плюсам, именно принципиальный такой момент, что именно язык, который, знаете, оброс огромным количеством стереотипов о том, что он неподъемный и так далее. И так далее. Ладно, это я уже, как обычно, развожу всю эту лирику, которая, наверное, ни к чему. Все, ребят, еще раз. Напоминаю, чуть не забыл, что я стримлю еще. Ссылочку на мой канал на Твиче вы можете найти практически, наверное, под каждым видосом актуальным, да, вот за последнее время, который там за последние 2-3 недели записывал. Так что, если что, забегайте, пообщаемся. Еще раз, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Удачи вам в обучении. Не бойтесь никаких плюсов. Все у вас обязательно получится. 100%. Пока.